Всем привет! Как и всегда, вы на канале Realistic PES. Буквально-таки недавно на этом канале мы уже обсуждали подробности предстоящего декабрьского обновления до версии 4.2.0. Но кто бы мог подумать, что после релиза этого ролика появится еще более подробная информация о нововведениях и прочих изменениях, которые планируются уже в следующем месяце. Поэтому давайте не будем долго тянуть, устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своей активностью, ну а мы начинаем. Конкретные тезисы касаемо предстоящего обновления мы берем из ролика Ренана Гальвани, который и был посвящен обновлению до версии 4.2.0. Поэтому, как и всегда, в лишний раз ссылаться на один из твитов не получится. Но, тем не менее, если кому интересно, то вы всегда можете глянуть ролик и на его канале. Благо, субтитры переводятся, и поэтому плюс-минус понять, о чем идет речь, можно. Ни для кого не секрет, что с глобальным обновлением до версии 4.2.0 из базы данных игры пропадут некоторые футболисты и главные тренеры. Стоит отметить, что это касается только стандартных карточек игроков и стандартных тренеров. Речь идет не о эпических карточках, не о карточках команды недели или других спешл карточках, или не о донатных тренерах. Те они останутся в игре. Речь идет именно об игроках за ГПшки и тренерах тоже за ГПшки. Именно вот такие вот персонажи и будут впоследствии удалены из игры. Но, повторюсь, их спешл карточки, если они у вас имеются в составе, в принципе у вас и останутся. Сообщается, что ранее введенная в игру функция «Умный помощник» после декабрьского обновления появится в игре на полноценной основе. Если вы помните, то в начале eFootball 2025, после обновления до этой части, эта функция была в тестовом режиме, у нас были отдельные ивенты, у нас была отдельная кампания, и тогда Konami тестировали эту самую функцию. И вроде как после зимнего обновления она вроде как будет отшлифована, она будет закончена и появится в игре не только в рамках ивентов, но и в рамках отдельных режимов тоже. Хорошо ли это или плохо, решать уже вам, дорогие друзья, потому что мнения, как всегда, разные. Я, конечно, придерживаюсь такой точки зрения, что эта функция вообще ни к чему в этой игре, она бесполезна, она деструктивна, как для игрового экспириенса, так и для в целом способностей того или иного пользователя. Но кто-то даже смог оценить ее по достоинству. Возможно, таким игрокам она как раз таки и зайдет, но я лично не вхожу в такую когорту. Также Гальвани упоминает, что вроде как планируется улучшение графики после зимнего обновления, и касается это консолей нового поколения, как-то ни странно, и мобильных устройств. Интересно, куда уж больше для мобилок, потому что, ну, конечно, графика на мобилках выглядит скудно, но с другой стороны, я не думаю, что там можно сделать что-то лучше того, что уже присутствует, потому что с каждой новой частью Konami вроде как и без того постепенно подтягивают там графику. Модельки стали выглядеть чуть более иначе, они стали менее пикселизированными, вроде как в целом антураж выглядит чуть-чуть посолиднее, нежели вот пару лет назад, но не знаю, куда еще больше. Касаемо консолей нового поколения, то здесь в принципе не убавить, не добавить. Интересно, что ПК вообще никак не упоминается. То есть мы понимаем, что для консолей старого поколения ничего не произойдет, скорее всего, ни в плане оптимизации, ни в плане графики, а вот касаемо ПК судьба неизвестна. Касаемо кроссплатформенности, мы обсуждали ее буквально-таки недавно, причем в нескольких роликах. И также в последнем ролике мы как раз-таки затрагивали цитату Гальвани касаемо кроссплатформенности, и звучит она примерно следующим образом. От кроссплатформенности все еще не отказались, Konami все еще проводит работу над ней, но тем не менее испытывают трудности, что касается игры консолей и мобильных устройств, но тем не менее от этой функции они не отказываются. Если кроссплатформенность и появится, то скорее всего это будет неполноценная кроссплатформенность, кроссплей не во всех режимах, а только в каких-то ивентах и в конкретных режимах. То есть, возможно, в тех же самых дивизионах кроссплея мы не увидим. Во многом из-за того, что, как сообщает Гальвани, Konami в лишний раз лень работать над единым рейтингом для всевозможных платформ. То есть, кроссплей подразумевал бы, что на каждой из платформ был бы единый рейтинг, в дивизионах бы встречались ПК с консолями, консоли с мобильными устройствами, и у всех этих игроков, скорее всего, был бы один единый рейтинг. Возможно, с некоторым разделением под каждую из платформ, чтобы конкретизировать, кто на какой платформе лучший. Ну и в лишний раз сделать общую таблицу, чтобы показать, кто самый лучший и на какой платформе. И именно над этим Konami и лень работать. В принципе, свое отношение к кроссплатформенности я упоминал чуть ранее. Я не против подобной перспективы,
перспективы, особенно если она поспособствует тому, что онлайн в игре станет больше и, например, поиск соперников станет намного меньше по времени. Ну и снова про механику обмена карточек. Про нее мы также говорили в предыдущем ролике касаемо предстоящего обновления, и в принципе, наверное, чего-то нового я здесь не скажу, если только приведу слова Гальвани по поводу этой функции. Именно функция обмена карточек, скорее всего, появится на 99%. Это та самая новая функция, конкретное нововведение, которое планируется с декабрьским обновлением. Вкупе с этим Гальвани упоминает, что ни режим редактирования, ни мастер-лига не появится, зато обмен, скорее всего, будет. Сам же Гальвани не знает, что он из себя представляет, не знает никакой конкретики касаемо этого нововведения, поэтому наверняка говорить не приходится. Я очень сомневаюсь, что Konami позволит делать из обычных ГПшных карточек каких-нибудь условных эпических игроков, но точно так же, как и в случае с Гальвани, я ничего не могу сказать, даже и предсказать тут трудно что-либо, учитывая, что подобная механика с нынешним положением дел в eFootball выглядит немножко странновато и пространно, что ли, поэтому, в принципе, присоединяюсь к словам Гальвани, и все, что нам остается, так это просто ждать и наблюдать за этим развитием событий. И вот такая вот у нас получилась тезисная солянка касаемо предстоящих нововведений, изменений в eFootball после обновления до версии 4.2.0. Ваше мнение, как и всегда, я буду рад узнать в комментариях под этим роликом. Также в лишний раз проговорю, что все эти новости и не только, тезисы и прочее появились в наших соцсетях немножко раньше, чем на этом канале. Поэтому, чтобы оставаться в курсе всех событий, обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте и Телеграм-канал. Не забывайте поддерживать этот ролик своим лайком, а канал подпиской и колокольчиком. До скорых встреч!